Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Сегодня предлагаю начать вязать нашу куколку, и будем начинать вязать с ножек. Вот такая ножка у меня уже одна есть. Цвет я вам говорила, это у меня 401 Alize Cotton Gold. На трусике выбираете такой, как вы хотите. Я там скажу сиреневый, какой у меня цвет. Что нам надо подготовить? Прежде всего, крючки. Я вяжу кловер 1,75. Если вы вяжете обыкновенными вот этими вот крючочками, то 1,5. Подготовьте вот такую вот для подошвы пластиковую заготовочку. Я покажу, на каком этапе, чтобы вам было удобнее вырезать эту заготовку. Я уже одну сделала, у меня уже одна здесь стоит. Это вот вторая для второй ножки. И наполнитель. Все, что нам понадобится для того, чтобы связать ножку. Давайте будем начинать. Начинаем набирать 7 воздушных петель. Набрали 7 воздушных петелек, и теперь со второй от крючка вяжем 5 столбиков без накида. У нас остается одна петелька, и мы в нее делаем 3 столбика, то есть в одну петельку 3 столбика без накида. Далее вяжем по нашей цепочке 4 столбика без накида, и параллельно можем вязать вот эту вот ниточку. Провязали 4 столбика без накида, и в последнюю петельку делаем прибавку, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Это мы с вами провязали начало нашей ножки. Сейчас желательно поставить здесь маркер и продолжим вязание. Я люблю маркер в виде ниточки контрастного цвета. Второй ряд. Сразу начинаем делать прибавку в первую же петельку. Далее вяжем 4 столбика без накида. Теперь делаем 3 прибавки подряд. Вот у нас здесь получается такой полукруг, и мы сюда делаем 3 прибавки в 3 петли. Одна прибавка, вторая прибавка и третья прибавка в третью петельку. Далее вяжем 4 столбика без накида. И у нас здесь остается 2 петельки. Мы их делаем в каждую петельку прибавку. Первая и вторая прибавка. Еще один ряд провязали. Далее вяжем третий ряд. Провязываем столбик без накида. Делаем прибавку в следующую петлю. Далее вяжем 2 столбика без накида. Раз, два. Теперь делаем 3 полустолбика с накидом. Накид, вывели петлю и 3 петли провязали. Раз, накид,
2, накид и 3. Сделали 3 полустолбика с накидом. Теперь делаем 1 столбик с одним накидом. Накид. И привязываем полноценный столбик с одним накидом. Далее у нас, смотрите, идет опять вот этот вот полукруг из 3 петелек. И вот мы каждую петельку делаем прибавку из столбиков с одним накидом. То есть идут подряд 3 прибавки. Накид. Провязали первый столбик с одним накидом. Накид. В эту же петлю второй столбик с одним накидом. Далее то же самое делаем в следующую петлю. Провязываем в одну петлю 2 столбика с одним накидом. И третью тоже провязываем 2 столбика с одним накидом. Провязали. Теперь у нас просто в следующую петельку 1 столбик с одним накидом. 3 полустолбика с одним накидом. То есть вот так вот. Раз. 2. 3. 2 столбика просто вяжем. Делаем прибавку. Вяжем 1 столбик. И в последнюю петлю делаем прибавку. Вот так вот у нас уже с вами получается стелька. Это мы довязали с вами до маркера. Далее делаем. Теперь нам нужно провязать за задние полупетли. По кругу у нас получается 26 столбиков без накида. И мы вяжем за задние полупетли. Вот у нас петельки состоят из 2 половинок. И мы с вами будем вязать вот за вот эти вот задние берем. Просто вяжем по кругу 26 столбиков без накида. Вяжем. Видите, как получается, когда мы провязали за задние полупетли. У нас вот здесь остается такая вот цепочка петелек. И на этом этапе можно уже вырезать вот эту стельку, ориентируясь вот как раз по вот этим петелькам, которые у нас остались, чтобы стелька как бы вот входила в границы этих петелек. Видите? То есть вырезаем стелечку сейчас на этом этапе. У меня она уже есть. И вяжем с вами далее. Сейчас нам нужно провязать 2 ряда по 26 столбиков без накида. Самым обычным образом. Просто вяжем 2 ряда, 5 и 6 ряд, 26 столбиков без накида и вставляем стелечку. Давайте провяжем эти 2 ряда самостоятельно. И в 7 ряду мы с вами встречаемся. Связали. Вот у нас так выглядит уже наша ножка. И сейчас ставим стелечку. Она там еще потом подровняем. Ну вот она у нас уже здесь стоит. Вяжем 7 ряд. Так, нам надо еще, смотрите, что здесь сделать. Нам надо выровнять маркер. Вот он у нас немножечко съехал. Поэтому мы сейчас вынем его. И выровняем наш маркер по центру пяточки, чтобы у нас убавки по ножке шли симметрично. Вот так. Может, у кого-то не дошел маркер, может, у кого-то вперед ушел. Там уже смотрите, просто нам нужно вот выровнять
по нашему центру. Так, что мы делаем дальше? Далее мы вяжем 9 столбиков без накида. 9. Провязали 9 столбиков без накида, и подряд сейчас, вот здесь как раз у нас получится по переду, делаем 4 убавки. Обычные убавки, как мы всегда их делаем, за передние полупетельки. Раз. Два. Три. И 4. И далее довязываем наши петельки. Восемь и 9. У вас тоже должно быть 9 столбиков. Провязали. Далее мы с вами вяжем 8 ряд. Мы продолжаем убавки по ножке. Вот смотрите уже, как у нас тут вот получается ввязываться носик. Так, теперь мы с вами вяжем 7 столбиков без накида. И снова делаем 4 убавки. Точно так же. И довязываем наши столбики до маркера. 6 и 7. Немножко стелечка двигается туда-сюда, но это ничего страшного. Так, вяжем далее столбик без накида. Делаем убавку. Вяжем 4 столбика без накида. Делаем убавку. Далее вяжем столбик без накида. Делаем убавку. Теперь вяжем 4 столбика без накида. И в конце делаем последнюю убавку перед маркером. Как раз у нас осталось 2 петли. Вот так наша ножка уже, смотрите, выглядит. И сейчас нам надо с вами провязать следующий ряд. Просто 14 столбиков без накида. Как раз проверим, чтобы у нас все здесь совпадало. Мы с вами провязали этот ряд. И сейчас можно немножечко наполнить ножку, чтобы у нас уже стелька так просто там не ползала туда-сюда. Наполнить ее немножечко наполнителем, чтобы зафиксировать уже объем. Вот так вот ножка выглядит после того, как я ее наполнила, слегка наполнила. Ну, не слегка, я так поплотнее старалась, но все равно много не поместится пока что. Вот. И сейчас мы с вами
Продолжаем вязать дальше. Сейчас у нас с вами 14 столбиков без накида было по кругу, мы с вами провязали. Вяжем. И теперь начинается ряд у нас с прибавки. То есть мы сейчас с вами сразу делаем прибавку. Вот тут смотрите, давайте здесь опять мы выровняем наш маркер, довяжем до середины. Вот так вот. Чтобы уже все было симметрично. И начинаем с прибавки. То есть сразу делаем прибавку. И далее просто вяжем наши столбики. 13 столбиков. Так, теперь далее вяжем по такой схеме. Делаем один столбик без накида. Сразу вот от маркера. Сделали столбик. Делаем прибавку. Делали прибавку. И вяжем 11 столбиков. Провязали 11 столбиков. У нас осталось 2 петельки. И мы сейчас делаем прибавку. И последнюю петельку просто провязываем столбиком без накида. Вот. Еще один ряд мы с вами провязали. Далее просто сейчас провяжем 17 столбиков без накида по кругу. То есть у нас сейчас должно быть 17 столбиков. И мы их просто провязываем по кругу, ничего не меняя. Давайте сделаем этот ряд самостоятельно. Смотрите, мы с вами провязали, это у нас уже идет как бы щиколотка, да? И вот когда уже так провязали, мы с вами можем донаполнить вот здесь пяточку. Прямо вот берете вот так и туда заполняете синтепоном или холофайбером, чтобы была пяточка. Вот формируем, да? Щиколотку сильно набивать не надо, но все равно, чтобы там был уплотнитель, чтобы у нас нога не сминалась. Плотненькая должна быть. То есть мы, когда с вами вяжем сейчас, вот провязали чуть-чуть и поднаполнили, чтобы оно было все плотненькое. Но и смотрим, вот где щиколотка, там должно быть потоньше, не совсем пусто, но тоньше, не так вот, чтобы прям распирало, да. Так, провязали мы с вами этот ряд, и теперь мы с вами будем дальше вязать нашу ножку. Ну, давайте опять. Я постоянно, может быть, кто-то вяжет, у кого маркер так сильно не смещается, но у меня смещается. Я знаю, что можно вязать так, как бы затягивая влево петлю, и оно тогда без смещения. Ну, у меня как-то это не получается. Так, теперь смотрите, что мы с вами вяжем. Вяжем сейчас просто 2 столбика без накида. Мы формируем нашу фигурную ножку. Теперь делаем прибавку. Далее вяжем 11 столбиков без накида. Одиннадцать. И теперь делаем прибавку в следующую петельку. И довязываем оставшиеся 2 столбика столбиками без накида. 2 ряда мы подряд вяжем без изменений. У нас сейчас в ряду получается 19 столбиков без накида. И получается 15-17 ряд мы с вами вяжем просто 19 столбиков без накида. Давайте провяжем эти самостоятельно и встретимся в 18 ряду. Провязали. Следите за тем, чтобы маркер был по центру стопы. И следующий ряд вяжем таким образом. Делаем 2 столбика без накида. Далее делаем убавку.
И вяжем 11 столбиков без накида по ножке. Провязали. Теперь делаем убавку и провязываем 2 оставшихся столбиков до маркера. То есть у нас все делается симметрично относительно центра стопы. Так, и следующий ряд мы с вами просто провязываем 17 столбиков без накида. Давайте вяжем самостоятельно. Вот у нас сейчас так выглядит. И смотрите, сейчас мы с вами будем вывязывать колено. С самого начала, тут вот прямо от маркера, делаем одну убавку. Сделали убавку. Теперь вяжем 6 столбиков без накида. Вот, сделали 6. И сейчас вот эти вот 3 столбика мы делаем 3 прибавки в каждый столбик. Одна прибавка, вторая прибавка и третья прибавка. Далее вяжем наши столбики до маркера. Пятый и шестой. Связали. Так, далее вяжем просто столбики. У нас сейчас 19 столбиков. И мы просто вяжем эти столбики, ничего не меняя. Давайте провяжем этот ряд самостоятельно. Вот смотрите, вот так вот у нас уже начинает выглядеть наша ножка. Вот это где мы с вами прибавку сделали на коленку. Сейчас вяжем с вами далее. Вяжем столбик без накида. Делаем прибавку. Далее вяжем 5 столбиков без накида. И сейчас делаем 3 убавки. То есть то, что мы с вами добавили на коленку, мы сейчас убавим. Первая убавка. Вторая убавка. И третья убавка. Далее вяжем 5 столбиков без накида. Пять. Вот у нас остался один столбик, и мы в него делаем прибавку. И у нас сейчас 18 столбиков по кругу. Поэтому следующий ряд мы с вами просто провязываем 18 столбиков без накида. И не забывайте наполнять потихоньку нашу ножку. Так, следующий ряд мы с вами провязываем 17 столбиков без накида. И в последнюю петлю делаем прибавку. Довязали и делаем прибавку. Так. Следующий ряд у нас вяжется таким образом. Вяжем 2 столбика без накида. Раз,
2. Делаем прибавку. Теперь вяжем 13 столбиков без накида. Делаем прибавку в следующую петлю. Прибавка. И довязываем 2 столбика без накида до маркера. Такая вот у нас уже с вами получается фигурная ножка. Не забывайте наполнять ее, формировать, чтобы там, где выпуклости, у нас были выпуклости. Ну, без фанатизма, чтобы не было буграми сильными. Так, теперь у нас следующий ряд. Мы делаем прибавку. Это у нас как бы получается сзади прибавочки. Делаем прибавку и провязываем следующие столбики без каких-либо изменений. И у нас получается в ряду 22 столбика без накида. И далее, смотрите, мы с вами вяжем с 27 по 32 ряд. Мы вяжем без изменений по 22 столбика без накида. Кто хочет сделать трусики, то в 31 ряду надо будет поменять цвет. То есть, смотрите, вот это вот ряд 31, мы с вами поменяем цвет. Значит, давайте довязываем до 31 ряда и встречаемся. Вот, смотрите, вот так выглядит ножка. И мы пришли к 31 ряду. Я уже маркер не трогала. Как идет, так идет. Потому что нету никаких убавок, там уже не имеет значения, да? Теперь смотрите, я сейчас сделаю смену цвета на трусики. И когда я делаю смену цвета, я вяжу за задние полупетельки. Смотрите, у нас вот здесь остается вот такой вот ряд свободных полупетелек. Как мы сейчас с вами сделаем? Так, вот наши петельки, да, и мы будем вязать за вот эти. Смену цвета я точно так же делаю, как если не за задние полупетельки. Начинаю вязать цветом, который у меня был, столбик без накида, а заканчиваю его вязать уже тем цветом, на который меняю. Там потом подтянем, я ничего с ним не делаю. И просто сейчас дальше вяжу столбики без накида за задние полупетли. Это мы с вами вяжем 31 ряд. Берем вот так вот и просто провязываем. И здесь у нас получается ряд открытых передних полупетелек. Смотрите, вот провязала, дошла до этого места, и сейчас мы здесь просто подтянем петельки вот этих вот ниточек, да. Начало вот у нас было, это сиреневое, и телесного цвета. Так, я их просто завязываю. Эту ниточку я отрежу, она нам уже сейчас не пригодится. И все. Значит, смотрите, следующий ряд 32 мы с вами тоже просто провязываем, только уже провязываем за обе полупетли. Смотрите, вяжем 22 столбика без накида за обе полупетли, ничего не меняем, доходим до маркера и нить обрываем. Мы ножки вяжем абсолютно одинаково. Дошли до маркера, оборвали. Ой, что в одной ножке, что в другой ножке. Обрезали и все. Давайте сейчас провяжем этот ряд. Наполним ножку. Напоминаю, это у нас
32 ряд. Вот у нас 2 ножки. И смотрите, там, где у нас с вами оставалось открытые полупетельки, я вот здесь сделала такой вот рубчик окончания штанишек. Кто хочет, делает, кто не хочет, тот не делает. Кто хочет или умеет, делает. Можете сделать рюшечку, да? Вот, смотрите, я это делаю таким образом. Вот, подсоединяю ниточку. Потом я ее иголочкой заправлю. И начинаю вязать за вот эти вот передние полупетельки соединительными столбиками. То есть вот каждую петельку соединительный столбик. Так, давайте вяжем так самостоятельно. Заканчиваем наши ножки. Наполняем их плотненько, хорошо холофайбером. При набивке обязательно смотрите, чтобы у вас получалось равномерно. И старайтесь, чтобы ножки были одинаковые. Ну, с помощью набивки можно этот немножечко урегулировать, да. И в то же самое время с помощью набивки можно сделать так, что у вас ножки будут совершенно разные. Поэтому, когда вы одну связали и набивали ее, да, наполнителем, когда будете наполнять наполнителем вторую ножку, вы обязательно сверяйтесь с первой, чтобы не получилось так, что у вас они абсолютно разные. Не из-за того, что вы вязали разной плотности, а из-за того, что вы по-разному наполнили. Ну все, давайте заканчиваем мы с вами ножки, чтобы у нас все было готово. Наполняем, смотрим, чтобы они были примерно одинаковые. И встречаемся с вами в 33 ряду. Мы будем с вами ножки эти соединять. Сейчас будем вязать ручки. Так, берем нашу ниточку и делаем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Шесть сделали и затягиваем наше колечко. Так, здесь можно сразу поставить маркер. И следующий ряд мы с вами вяжем прибавки. Столбик без накида, прибавка 3 раза. Столбик с накида. И в следующий делаем прибавку. Сейчас у нас в ряду 9 столбиков. Так вот, подтянем здесь, чтобы... Далее мы делаем следующий ряд 2 столбика без накида, прибавка. И вяжем прибавку. В итоге у нас с вами сейчас получается 12 столбиков по кругу. Это мы с вами провязали 3 рядочка. И теперь 4, 5 вяжем просто по 12 столбиков без накида по кругу. Давайте свяжем 2 ряда, 4 и 5, и в 6 рядку мы с вами встречаемся. Так, провязали. Вот у нас уже так выглядит ручка.
И сейчас будем вывязывать пальчик. Делаем 4 столбика без накида. Раз, два, три и 4. Сделали. Теперь в следующую петельку мы делаем 3 столбика с одним накидом из одной петли с одной вершиной. Накид. Провязываем не до конца. Раз, два, три. Провязали. И теперь все эти петельки, которые у нас с вами на крючке, провязываем вместе. Вот у нас получилась одна вершина. И далее вяжем все наши петельки до конца. Седьмой ряд просто провязываем 12 столбиков без накида. Давайте свяжем седьмой ряд самостоятельно и провяжем эти 12 столбиков. Провязали мы с вами 12 столбиков, это был седьмой ряд. Далее вяжем восьмой ряд. Начинаем вязать 4 столбика без накида. Вяжем. И делаем убавку. За передние полупетли. Далее снова вяжем 4 столбика без накида. У нас до маркера осталось 2 петельки, и мы делаем убавку. Следующий 9 ряд мы просто провязываем 10 столбиков без накида. Десять провязали. Следующий ряд мы с вами делаем наоборот. То есть мы вяжем 4 столбика без накида. И в следующий столбик делаем прибавку. Далее снова вяжем 4 столбика без накида. И в последний столбик делаем прибавку. Вот уже у нас так ручка начинает выглядеть. Теперь с 11 по 13 ряд мы просто вяжем по кругу 12 столбиков без накида. Давайте сейчас свяжем эти рядочки и в 14 ряду встретимся. Провязали мы 13 рядов. И сейчас делаем как бы сгиб ручки. Вяжем 4 столбика без накида. Раз. Сейчас провяжем еще чуть-чуть. Нам надо, чтобы 3 соединительные петли мы сделали напротив нашего пальчика. Как бы, чтобы ручка сгибалась в этом направлении. Вот, довязали. Значит, мы провязали 6 столбиков без накида. И теперь просто делаем соединительные столбики. 3 соединительных столбика. Не затягивайте сильно, чтобы потом в следующем ряду не было проблем с их провязыванием. Вот, провязали 3 соединительных столбика и довязываем до нашего маркера оставшиеся петельки. Так, провязали мы с вами 14 ряд. И смотрите, дальше
Мы с вами просто наращиваем длину ручки, вяжем до 23 ряда. Давайте свяжем самостоятельно и встречаемся после того, как у нас будет вывязана ручка.